Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом макарон на швейцарской меренге. Как вы знаете, есть французская меренга, которая взбивается сахар с белком, итальянская меренга, когда заваривается сиропом, и швейцарская, когда белок нагревается на водяной бане. И все меренги, они все просты в приготовлении, макарон также просты в приготовлении. Главное соблюдать все рекомендации. И для наших макарон понадобится у меня белок, сахар, берите мелкие, и у меня идет шоколадный макарон, у меня миндальная мука, сахарная пудра и какао уже просеяны вместе. И как я говорил, что швейцарская меренга готовится на водяной бане, поэтому берем кастрюлю с водой, ставим емкость с белком и смотрите, друзья, берите емкость, чтобы когда будет выходить пар, чтобы капли воды не попали в белок, так как если вода попадет, то у вас дальнейшая меренга не взобьется. Добавляем сахар, и как я говорил, что берите мелкий сахар, чтобы он у вас быстрее растворился. И начинаем нагревать, и постоянно помешивая. Тут главная цель, друзья, чтобы у вас сахар полностью растворился на водяной бане. Это где-то градусов оптимально 45, максимум 55. Если у вас при 55 градусах сахар уже еще не растворился, и вот смотрите, 46 градусов. Если 55 градусов у вас сахар не растворился, но еще есть крупинки, вы убирайте и взбивайте. Потому что чем больше вы нагреваете, тем возможно, что у вас просто свернется белок. И здесь начинаем взбивать. Тут по времени тоже ориентируйтесь приблизительно. Тут главное смотреть на консистенцию, какой у вас получается. Вот до вот такой вот консистенции взбиваем. Видите, все острые пики идут, крайне все острые. У меня где-то ушло минут 5, может быть 7-10. Тут уже в зависимости от мощности вашего миксера. И сразу же добавляем миндальную часть и в два этапа. Сначала немного, слегка перемешаем и добавляем вторую часть. И вымешиваем макронаж. И тут тоже долго, друзья, не мешайте, а постоянно контролируйте текучесть ленты. Вот такой вот консистенции вымешиваем макронаж, чтобы у вас такая ленивая лента тянулась. Как вот такую консистенцию получаете, все перемешивать прекращаем. И у меня идет тут вот насадка круглая, тут 9 миллиметров. 9, есть насадка 1А, там идет сантиметр, можно такую насадку брать, но не больше. Сразу весь макронаж перекладываем в мешок. Как всегда, я выпекаю на тефлоне от Aled Baker, и мои круги тут идут 4 сантиметра, 4-4,5 сантиметра. И все, отсаживаем наши крышечки. И, друзья, пока отсаживаю крышечку, скажу, что берите какао как бы алкализированное, но если найдете с низким содержанием жира. Вот после того, как отсадили, отбиваем немного, чтобы выровнять крышечки. И про какао, что смотрите, чтобы меньше процент жирности был, потому что понятно, что чем больше жирности, тем плохо влияет на сам макронаж. И вот, друзья, крышечки мои выпеклись. Сушил я их до выпекания 30 минут и выпекал на 18 минут при 150 градусах. Тут тоже смотрите, друзья, тут уже идет все индивидуально, в зависимости от вашей духовки, от температуры, тоже по времени зависит. Оптимально от
13 до 20 минут, и температура выпекания тут от 135 до 160. Тут тоже уже смотрите по специфике вашей духовки. И про рекомендации также я скажу, что если есть возможность, приобретите отдельный термометр, так как большинство духовки встроенные термометры врут, то есть на большую сторону. И вот смотрите, друзья, вот такая вот крышечки, такие крышечки получаются. Маленькая юбочка, я не люблю высокие слишком юбочки, поэтому когда многие говорят, что у меня получается маленькая юбочка, они очень даже симпатичнее смотрятся, чем высокие рюши, которые появляются. Вот смотрите, вот собрано получается вот так. Еще раз глянем. Ну и самый волнительный момент — это мясо самих макарон. Вот смотрите, какое мясо получается. Полностью, без пустот. Вот я и говорю, что, друзья, готовить макарон — это очень просто. Главное — соблюдать все пропорции, ну и все рекомендации. И вот такие вот красота у нас получится. Так что, друзья, вот еще раз сейчас покажу, как получается. Такая вот красота. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я вам желаю хорошего дня, до новых встреч и всем пока на моем канале.